Этой осенью мы отправились в теплую и яркую Испанию. Впереди много интересного, но все по порядку. Начнем со сбора вещей. Это было очень нелегко, ведь мы летим в Испанию на 7 дней, а берем с собой только ручную кладь. Это 4 рюкзака. Но я справилась с таким вызовом. Это было нелегко, но я даже вместила 3 дополнительные пары обуви для меня. Только ни слова Диме, он еще об этом не знает. У нас вечерний рейс, а это значит никакой спешки. Мы вылетаем из небольшого аэропорта Баден-Баден, Германия. От нашего дома ехать всего около часа. О, мы сейчас идем. Вот мы в аэропорту. Никита нам подсказывает, что люди выходят туда. Может, и мы выйдем. Может быть. Я впервые не пищала на детекторе. Впервые проверяли наших детей. Меня тоже не Потому что проверяли. они подозрительные. Не, ну Но их понятно, из-за пропустили. капюшонов и из-за этих карманов. Они просто слишком красивые, хотели лишний раз обнять. Первым делом отправляемся за нашей машиной. В этот раз Дима арендовал очень красивый автомобиль. Даже неожиданно. Аренда на 7 дней стоила нам 187 евро. Быстрая проверка на царапины. Все отлично. Едем в отель. Так как мы поздно заселились в номер, после 9 часов вечера, то мы, к сожалению, пропустили ужин. Но как же было приятно, что о нас позаботились и вкусно накормили. Что, Никита, вкусно? Окей. Ужин очень даже красивый. Тимурочка, как тебе? Утром дети обнаружили, что у нас есть второй балкон. Отличное место. Сразу после этого мы отправились завтракать. Планов на день у нас было очень много, а для этого нужно хорошо покушать. Вообще Дима всегда старается забронировать для нас номер с завтраком. Как правило, цена не очень отличается от обычной стоимости комнаты. Небольшая разница. Но тогда нам не нужно тратить время и силы на поиски еды. Все сразу на месте. Проснулись, оделись, поели и поехали гулять. В этот раз нам особенно повезло с ценой.
Конечно, мы всегда ищем самые выгодные цены, акции или что-то подобное. Бюджетный и выгодный вариант, как говорится. Вот и сейчас нашли. Мы приехали не в сезон. Цены низкие, пляжи полупустые, но еще довольно тепло. Красота! Небольшая обзорная экскурсия нашего номера. У нас есть только одна дверь, туалет, а душевая совершенно без двери. Вот так, номер 4-местный, напомню, и вы можете совершенно сблизиться со своей семьей. Но главный бонус – это то, что вы можете открыть дверь, принимать душ и любоваться прекраснейшим видом, пока все остальные жители других отелей любуются вашим обнаженным видом. Калелья – уютный прибрежный городок на побережье Средиземного моря. Здесь длинные пляжи, теплое море и неспешная испанская жизнь. В городе есть действующий старый маяк – символ города. Он открыт для посетителей, вход туда стоит около 2 евро. Но даже если внутрь не заходить, вокруг него прекрасные виды на город и побережье. Отличное место для фото. А вот то, ради чего нужно ехать в Испанию с детьми. Солнце, море, песок и пляж. Калелья исторически развивалась как рыбацкая деревня. А сейчас это туристический город, в котором есть около 100 отелей, от бюджетных до комфортабельных. Так что каждый может найти себе вариант по карману. Мы накупались, наигрались и отправились в номер, чтобы смыть песок и привести себя в порядок. А это, кстати, каждый день было главным развлечением у наших мальчиков – бегать на перегонки с лифтом. Лифт всегда проигрывал. И... Черт, опять проиграли. Я уже говорила, что мы прилетели в Испанию в октябре. Погода еще теплая, но минимум туристов. Улицы почти пустые. Магазинов много, а людей в них нет. Странное ощущение. Но, к нашему счастью, кафе и рестораны работали. Ну что ж, попробуем местную кухню. Ну как? Вкусно. Вино
вопросы. Ну как, Никитосик? Еда у меня чуть работает, потому что у меня тут горит. Скромное блюдо у мамы. Ну что, Ирусь, как она? Очень вкусно. Начинка обалденная. Что внутри? Внутри мясо тушеное с овощами. Многосоленое, но очень такое сочное. Да, вегетарианцы, перемотайте. Простите. А дальше мы много гуляли. Изучали город, рассматривали улочки. Множество магазинов закрыты, потому что туристов почти нет. Но для нас так даже лучше, нет лишнего шума. Да, кстати, о прогулках. Тимуру пришлось купить новую пару обуви, потому что его родители слишком любят гулять. Что ж, пойдем гулять дальше. Сегодня по плану у нас была Барселона, но мы посмотрели погоду, там мокро, поэтому резко поменяли планы, и мы не знаем, куда мы едем, но знает наш папа. Это будет сюрприз. Как всегда. Мы отправились в крошечный каталонский городок Llagostera. Он находится недалеко от Жироны. Сегодня 12 октября, Национальный день Испании. Он посвящен открытию Америки Христофором Колумбом и символизирует историческую связь Испании с испаноязычным миром. Это официально выходной день и празднуется по всей стране. Именно сегодня тут проходит мероприятие, связанное с Диадой Кастальера – выступление башен человеческих. И нам повезло попасть на мастер-класс. Это совсем непросто. Попробует залезть на человеческую башню самый храбрый из нас – Тимур. Надо сказать, что никто из нас не говорит по-испански. А ребята из клуба не говорят ни по-английски, ни по-немецки. Так что их инструкции мы понимали буквально на пальцах. Всем участникам башни обязательно наматывают большой пояс. Он и служит опорой для каждого человека, который будет по тебе взбираться наверх. По плану Тимур должен взобраться на этого крепкого мужчину, а затем на Тимура залезет младший участник команды. Это оказалось слишком сложно. Я так разволновалась и рада, что он спустился вниз. А для таких трусливых, как я, рядом Дима нашел другой клуб по интересам. Как вам? Или все-таки лучше на башню?
Кастельс участвуют и взрослые, и дети. Малыши 5-8 лет поднимаются на самый верх, обязательно в шлемах. А самые крепкие держат основание. Рядом обязательно стоят другие члены клуба, придерживают и помогают. Высота башен может достигать 8 или даже 10 этажей. Очень высоко. Мы долго наблюдали за участниками. Они все очень близки, как одна семья. Поддерживают друг друга, помогают. Если в процессе постройки такой башни хотя бы немного почувствовались колебания или сомнения, все сразу спускаются вниз. Никто не рискует. Но зато, когда все получается и башня построена, публика ликует. Согласитесь, это было зрелищно. Не зря мы приехали. Еще я сделала одно необычное наблюдение. Здесь огромное количество собак. Не конкретно в этом городе, а вообще в Испании. Мне кажется, за всю жизнь я не встретила столько собак, как за эту неделю в Испании. Тех, что вы видите сейчас, я засняла буквально за пару часов. Но собак мы встречаем с первой минуты, как прилетели в Испанию. Тут все очень dog-friendly. Интересно, как обстоят у них дела с котами. Признавайтесь, вы за котов или собак? Наш красавчик сейчас отдыхает дома, ждет свою няню. Теперь пора выгулять и накормить наших щенков. Наш маршрут в этот день полностью зависел от погоды. Под дождем, конечно, весело гулять, но, наверное, недолго. Дима любит спонтанно менять планы, и я за 15 лет почти к этому привыкла. Поэтому дальше мы отправились в уникальный средневековый городок Каталонии. Кастельфальит де ла Рокка. Надеюсь, я это правильно сказала. Это крошечный средневековый городок, который буквально завис над пропастью. Он расположен на узкой скале высотой около 50 метров. Она образовалась в результате извержения вулканов тысячи лет назад. Этот городок, по сути, представляет собой одну улицу длиной около 1 километра. И здесь до сих пор живут люди. Кстати, тоже с собаками. Население всего около 900 человек. Место маленькое, но очень атмосферное, с потрясающими видами.
Мы очень любим гулять в небольших городках в новой стране. Там всегда можно найти что-то интересное. Поэтому наша следующая остановка – это еще один небольшой городок Каталонии – Бесалу. Его символ – впечатляющий романский мост XI века с башней посередине, будто из рыцарского фильма. Город сохранил средневековую планировку, узкие каменные улочки. Город маленький, а магазинов столько, будто туристов тут в 10 раз больше, чем жителей. И если вам кажется, что вы все уже посмотрели, нет. За следующим поворотом еще 3 лавки с керамикой, медом и мечами. Глаза разбегаются. Мы остановились в городе Росас на побережье Коста-Браво. Но о нем расскажем позже, потому что сейчас все ужасно голодные. Нам повезло приехать как раз к началу ужина, и мы впервые в жизни первыми подходим к столу с едой, будто все это только для нас. Прекрасный конец дня! На следующий день мы отправились в белоснежный городок Кадакес на побережье Коста-Браво. Это невероятно. Все эти стены, весь город, все горы с такими каменными заборчиками. Кто-то же их складывает. Каменные заборы просто идеально вписываются в пейзажи Кадакеса. Они – часть сельской традиции в Каталонии. Почва вокруг Кадакеса каменистая, с обилием сланца и известняка. Камни буквально лежат под ногами, поэтому их удобно использовать как строительный материал. Эти заборы меня просто заворожили, так что я разузнала, что эти стены строятся без цемента, просто путем аккуратной укладки камней. Это традиционный метод, признанный ЮНЕСКО как элемент нематериального культурного наследия. Никита, чей это дом? Сальвадор Дали. Да, а как он выглядел, ты знаешь? Сальвадор Дали, как выглядел? С усами. С длинными усами. Мы в городе Кадакес, и это дом Сальвадора Дали. Это место, где жил и работал Сальвадор Дали. Это не просто дом, а лабиринт. На крыше стоят огромные яйца, символ рождения и творчества, а из окон видна спокойная бухта с лодками. Именно этот пейзаж часто появляется в его картинах. После смерти Дали дом стал музеем. Раньше сюда было сложно добраться. Горные дороги делали Кадакес почти спрятанным городом.
Возможно, именно поэтому он сохранил свой особенный характер. Город выглядит как открытка. Белые фасады, синие ставни, лодки в бухте и горы вокруг. Этот город – сплошная фотозона, идеальный для съемки видеоклипов. Голова кружится от красоты. Мой личный совет – берите удобную обувь, потому что дорожки тут не из легких. А еще обязательно нужна сменная обувь, чтобы не запачкать машину пылью и глиной. Мы вернулись в отель, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть. Ваши дети тоже так отдыхают? После нескольких часов прогулок мы все очень устали, так что вечером пошли осматривать пляж. Он здесь потрясающий. Залив Розес считается одним из самых красивых в мире. Широкая песчаная линия, плавный заход в воду. Отлично подходит для семей с детьми. А еще наши маленькие эксперты сообщили, что здесь был идеальный песок для лепки. Розес – живописный курорт в провинции Жирона. Это единственный курорт на побережье, обращенный на запад, поэтому закаты здесь невероятно красивые. Этот уютный прибрежный город находится в 2 часах езды от Барселоны. Он прекрасен и днем, и ночью. На следующий день погода была немного мрачная, моросил дождь. Напомню, это конец октября, так что вполне ожидаемо. Мы все еще находились в заливе Розес, приехали к известному курорту Ла Эскала. Тут популярны дайвинг, виндсерфинг, каякинг и велосипедные прогулки вдоль побережья. Но его главная достопримечательность – Эмпорион или Эмпории. Руины древнегреческого и римского городов. Это первая древнегреческая колония на Пиренейском полуострове. Именно сюда в VI веке до нашей эры приплыли греки, а позже пришли римляне. Сегодня можно гулять по настоящим античным улицам, видеть мозаики, остатки амфитеатра. Билет стоит примерно 7 евро для взрослого, дети до 16 лет проходят бесплатно. А вот мой Никита. Можно машину заснять? Конечно. Порекламирую ее. Давай. Вот мы получили бесплатную машину. Как это бесплатно? Очень даже классно. В наших поездках мы много снимаем. И, конечно, детям тоже захотелось. Кому интересно, у нас есть еще около 20 минут рассказа о машинах или о шишках. Вот море. Пока. А дальше наша главная цель.
Мы приехали в город Фигерас, известный во всем мире как родина Сальвадора Дали. Главная жемчужина города – это необычный музей-театр Дали. Дали сам его спроектировал и создал на месте старого городского театра. Это здание с гигантскими яйцами на крыше. Внутри хранится самая большая коллекция его работ. Семейный билет стоил 45 евро. Учтите, вы покупаете билет на конкретное время. Количество людей ограничено. Если нужно подождать, то рядом со входом есть несколько сувенирных магазинов. Это своего рода тест на эрудицию. Узнаете ли вы самые известные работы Дали? Внутри очень много интересного. Это не просто музей, а настоящий лабиринт. И без указателей с номерами можно многое пропустить или даже заблудиться. Так что четко следуйте маршруту. В музее есть все – картины, инсталляции и та самая комната с лицом Мэй Уэст. Хоть мы и приехали не в туристический сезон, людей было очень много. И вот эта огромная очередь к ступенькам, чтобы в правильном ракурсе увидеть лицо Мэй Уэст. Мы не стали ждать. Очень часто в его работах появляется Гала, жена и муза Дали. Она его вдохновляла. Ей он посвятил многие свои работы. А еще он подарил ей замок в маленькой деревушке в Каталонии. Она находится всего в 40 минутах езды от музея. Здесь почти нет туристической суеты, ощущается настоящая провинция. Замок Галы – главная достопримечательность. Стоимость входа – 27 евро. Дети до 8 лет бесплатно. Замок Галы превращен в музей. Внутри находятся ее личные вещи, а также картины и работы Дали. Вокруг замка есть уютный сад с зеленью и цветами. Тут расставлены скульптуры и арт-объекты Дали и его знаменитые слоны на длинных тонких ногах. Наконец-то мы нашли кошек. Не только собаки есть в Испании. Вечером мы заселились в наш последний отель – Гран Гарби. 3 ночи, завтрак, ужин на всю семью нам обошлось в 252 евро, включая парковку. Если честно, мы впервые бронируем отели с ужином, потому что никогда не сидим на месте. В отель возвращаемся только спать. Но в этот раз цена была уж очень привлекательная. Наконец, утром была прекрасная погода, и мы поехали к нашей главной цели. Сегодня мы отправились в Барселону. Конечно, во время нашей поездки мы обязательно хотели попасть к шедеврам Гауди и прогуляться по самым известным уголкам города. Это Саграда Фамилия, знаменитая базилика Антонио Гауди в Барселоне, строительство которой началось еще в 1882 году и до сих пор не закончено.
Знаменитый собор Гауди, который строят уже более 130 лет. Его можно бесконечно разглядывать и постоянно находить для себя что-то новое. Хоть собор еще и не достроен, он открыт для посетителей. Вход стоит 35 евро взрослому. Или 50 евро, если вы хотите подняться на башню. Людей, конечно, очень много. Тут очень много слоев. Столько реклам намотали, что куча слоев, что оно стало таким толстым. Барселона – единственный город в мире, удостоенный королевской золотой медали за архитектуру от Королевского института британских архитекторов. Хотя медаль обычно вручают одному или группе архитекторов, Барселона – первый и единственный город на планете, удостоенный этой чести. Сейчас так забавно получается с нашим английским языком. Последние 3 года мы учим немецкий, и поэтому если где-то хотим что-то спросить или сказать по-английски, немецкие слова проскакивают, и это очень смешно. Для нас смешно. Попробуй. Я знаю точно, кто хочет. Когда-то Барселона отказалась строить Эйфелеву башню, потому что они решили... Когда-то Барселона отказалась строить Эйфелеву башню. Они решили, что она не подходит по архитектуре, не вписывается. И выбрали Триумфальную арку. По-моему, тоже красиво. Получился прекрасный день в потрясающем городе. Возле частных домов есть высокие заборы. Ну как высокие? Для нормальных людей высокие, а для Димы полная видимость открыта.
Наступил наш последний день отпуска. Сегодня мы гуляем на побережье Коста-Браво, неподалеку от города Лорет-де-Мар. Миладор де Лаварьес, простите мой испанский, это одна из природных обзорных точек на побережье. Ее часто посещают в составе пешеходных маршрутов вдоль берега. О, утка, утка. Красивая. Летом здесь температура поднимается до 25-30 градусов. Сейчас же, в октябре, погода просто идеальная. Много солнца и ярко-бирюзовое море. Раньше по этой тропе ходили дозорные, которые следили за контрабандистами. Согласитесь, все как на ладони. Сейчас же это один из самых красивых маршрутов вдоль Коста-Бравы. Ну где? Они где-то тут. Тут очень круто и очень холодно. Вода вообще ледяная. Пообедали мы тоже на набережной. С таким невероятным видом любая еда покажется вкуснее. Конечно же, мы ели морепродукты. На этом закончилось наше небольшое путешествие в красивую и яркую Испанию. Спасибо, что смотрели с нами. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Будем путешествовать вместе. До новых встреч в новых странах!